А хотите обзор на планшет с обалденным, очень большим 11-дюймовым и очень ярким экраном? При этом с хорошей батареей, прикольной производительностью. И все это, ну, не то, что не за все деньги мира, а еще и очень в бюджетном таком сегменте с 50-мегапиксельной вот такой вот камерой. Кстати, на планшете я не часто вижу камеры вот такого вот, именно на бюджетных планшетах, не часто вижу камеры такого качества. Поэтому вот этот вот AGM Pad P2, вот он такой красавчик, смотрите какой экранчик. AGM Pad P2 на канале Технозон, поехали. Слушайте, откладываю, на распаковке все увидите, конечно же, подписавшись и нажав колокольчик, вы не пропустите дальнейшие наши обзоры, а ссылку на этот планшетик я разместил в описании под видео, на проверенного продавца, на официальный магазин. В общем-то, мы на сайте продавца 186.19, это в долларах, конечно же, и это IGM Mobile Official Store. Тут сразу нам бросается в глаза надпись Widevine L1, это значит, что на этом планшете можно классно смотреть кино. Здесь есть сертификация Widevine L1 для того, чтобы работали стриминговые сервисы. Это раз. Во-вторых, опускаемся сразу вниз и смотрим на основные характеристики. MediaTek Helio G99. Достаточно классный бюджетный процессор. Это позволяет именно делать нормально мощные планшеты, нормально мощные, за деньги, вот, которые там меньше $200, допустим. Потому что он, например, в Antutu набирает 410 тысяч там, баллов. Это нормально, на этом даже можно поиграть. И мы поиграем с вами и в PUBG, и в Genshin, и в Asphalt 9 и тому подобное. И это все будет работать. И это получается 2. Третье, у нас есть компас зачем-то, непонятно. На самом деле нет. Третье, это у нас Android 14. Батарея 7850 мАh, это 4. 8 на 256, 5. И 90 герцовый экран. Потому что в бюджетах обычно там 58-60 Гц. При этом его толщина всего 7,5 грамм и 7,5 миллиметров. И 530 грамм он весит. Вот смотрите, 480 нит на 90 Гц. Отличный экран. Я когда взял в руки, я очень, честно говоря, обалдел. 20-ваттная быстрая зарядочка. Тут больше ничего такого интересного не написано. Знаете, что написано? Ну, 4G есть, 4G, я честно вам скажу, тестировать не буду. Все просто потому, что, во-первых, в Запорожье сейчас 4G работает не ахти, во-вторых, у планшетов на G99 нет агрегации частот в нашем регионе. И скорость мы там получим максимум 20 мегабит, поэтому я на этом уже, скажем так, не заморачиваюсь. Есть здесь версии P2 и либо P2 плюс ручка, ну не ручка, а тачпен, либо P2 плюс клавиатурка. Все это есть у нас в наличии. Ну, и, кстати, цена там разница с $205 и $186. Вообще ни о чем. Камеры оценивать достаточно тяжело мне, потому что я не самый лучший оценщик камер, поэтому я все это отдаю на ваш откуп. Ссылки на сэмплы, фото, видео лежат в описании под видео. Ссылочка, зашли, скачали, посмотрели, нравится, не нравится, спи моя красавица. В остальном всем мне очень понравился звук, 4 динамика, объемный, классный, звук очень громкий. Смотреть на нем кино, ютубчик одно удовольствие. Ну, для меня он стал, скажем так, нормальным в плане того, что он не греется во время игры. Я играл в PUBG. Из того, что мне не понравилось, мне не хватает фирменного чехла, который был бы в комплекте, потому что приходится к такому планшету подбирать какой-то универсальный. И не хватает мне нормального датчика отпечатка пальцев для того, чтобы я не мучился с вводом постоянного пароля. Поэтому мы с вами переходим, распакуем, потестируем и будем делать выводы. Так, AGM Mobile SmartPad. Вскрываем. Боже, с какой стороны к нему подойти, а? Где я к нему зацепиться вообще? Сейчас посмотрим, что у нас тут за планшет. Потому что здесь у нас написано, что Power от Android 14, 8 мегапикселей фронталочка, 50 мегапикселей основная камера, нано-симочка, 10,95 Full HD, 90 герцовый экран, 1200 на 1920, 3,5 мм headphone jack, Type-C 2.0 плюс Bluetooth 5.2, 529 грамм. Ну, больше здесь ничего такого. 4G поддерживает. Какой процессор? Вот 8 на 256. Ну ладно, сейчас будем разбираться, что у нас внутри. Ага, еще коробка нестандартная, слушай. Есть у нас пломба. Так, пломбу сорвали.
Боже, какой он тонкий, а? Какой он тонкий. Мама родная. Да, конечно, не про свой, но про планшет я имею в виду. Вот что мне напоминает. А прикольный какой. Смотри, какие камеры. Смотри, какая толщина. Он весь из металла. Они даже вставки пластиковые убрали, они вот эти вот вставочки сделали антенные. Смотри, как прикольно. Он весь из металла. Смотри, какая толщина. Он не скрипит. Слушай, он вообще не скрипит. Есть камера фронталочка. Здесь Type-C-шечка. Разъем для TF-карт. 2 динамика здесь, 2 динамика здесь. Кнопка блокировки. И все, снизу больше ничего. Поехали дальше смотреть. О, скрепка. Наклейки. Наклейки меня как бы не очень волнуют. Меня бы под него чехольчик заинтересовал бы. Есть у нас вот такой вот блок питания на 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера. Ну, короче, 20 ватт максимально. Быстрая зарядка 20 ваттная. Type-C на Type-C. Ну, это для американского рынка. Я ссылки вам привел для всех рынков, скажем так. Если есть еще, то оно там будет. Чехла нету, да? Чехла нет, только скрепка. Слушайте, ну, в принципе, что я вам скажу? Давайте, скажем так, ты думаешь, включить стоит? Сейчас посмотрим, что за экран. Я могу уже сразу сказать, что он яркий. Видел, он стартанул на яркости. Сейчас посмотрим, пускай включится. Сейчас увидим, выключим и пойдем настраивать. Ну, слушайте. Здесь IPS-ка. По углам видно. IPS-ка. Достаточно яркая. Ладно, все. Переходим, настраиваем и будем уже работать с ним дальше. Какой же классный экран. Смотрите, во-первых, у нас очень плавный интерфейс. Плавный он благодаря тому, что мы идем в экранчик и видим, что у нас здесь стоит 90 Гц. То есть здесь частота есть 60, есть 90, можно поставить авто. Ох ты, какой пересвет у нас, ты представляешь? Сильно яркий, да, сильно яркий экран. Перво-наперво, что мы сделали, это в этом планшете потестировали камеру. Камера достаточно интересная, и действительно, то, что они заявляются, камера вот прям порадовала. Объясню. Дело в том, что, ну, все оригиналы, как всегда, я разместил в описании под видео, но камера действительно нас удивила, потому что за такую цену планшет, с такой камерой, это действительно очень-очень... Здесь мы оценивали, как он экспозицию у нас ловит. Смотрите, вообще детализация, яркость, видео снимает достаточно неплохо, правда, в 30 FPS, смотрите. То есть у нас здесь 1080p видео и 2К видео. Но все это в 30 FPS, потому что сам по себе проц не позволяет 60 FPS энкодировать. Теперь, смотрите, это мы работали с фокусом, то есть он правильно фокусируется. Вот некоторые моменты с видео. Наша Лена тут снимала высокодетализованные снимки. То есть у него обалденная детализация. Действительно снимает он, ну, топово. Ну, топово как? Для своей, скажем так, ценовой категории этот планшет имеет неплохую камеру. Во-первых, это же не камера фон, да, там, и он не позиционируется как фотографическое какое-то действие. К тому же у нас здесь есть, видите, панорама, замедленная съемка, улучшение лица, водяной знак, интервальная съемка, сканер QR-кодов и даже есть профессиональная съемка. Действительно, в планшете за эти бабки нормально. Все супер у вас. Камера действительно супер, если можно так сказать. AIDA 64. Здесь мы видим, что это платформа МТК, MT6789, AGM-PAD P2 8 на 256 с процессором G99 Helio, 6 ядер Cortex A55 по 2 ГГц и 2 ядра Cortex A76 по 2,2. 6-нанометровый 64 бит. Mali G57 M2 на 90 Гц, 1920 на 1200 экран. Сетевые возможности обязательно проверим. Аккумуляторчик 7850 мА показывает AIDA. 14 Android. Доступа к температуре по факту нет, как всегда. Ну и из кодеков стандартные кодеки, включая AV01 от Android. Но, ну подожди, сейчас посмотрим. В декодере у нас только VP9.2. Ну, в принципе, для этого разрешения нам другого ничего и не надо. По мощности данный планшет в AnTuTu набрал 412 802 балла. Все будет на нем отлично работать, объясню, потому что этого более чем достаточно. Смотрите, мультитач тест. Давайте 10 прикосновений и очень быстрых прикосновений. Ого, вы слышали этот звук? Просто топ.
Класс вообще. О, и для асфальта 9 это очень даже неплохо. Отлично. Слушайте, очень громкий планшет, очень классный звук. Ну, пошли. Ой-ой-ой. Иди сюда. Да, звучок, я вам скажу, топовый. Надо тише делать, я вышел. Ой, это еще не самая большая громкость была. Слушайте, ну как мы видим, асфальт 9 пошел просто на ура. Давайте его закроем, по сути. Вот так вот сделаем. И я специально вот сразу перешел на асфальт 9, дабы показать, что на нем можно поиграть. То есть мы увидели Antutu Benchmark, все нормально. Давайте уж пока мы там перейдем к следующей игре, мы попробуем с вами протестировать сетевые возможности. Тестируем 5 ГГц и смотрим на результат. Отличный результат с учетом того, что это планшет. Мы еще знаем, что у нас здесь есть 4G, ну, в принципе, для меня 4G на планшете такая себе штука. С учетом того, что планшеты этой, скажем так, ценовой категории не поддерживают агрегацию, то это будет максимум 25 мегабит в моем случае, в моем городе, поэтому мы его и не тестируем, честно говоря, уже надоело гонять эти маленькие цифры. 254 на 249, это у нас 5 гигагерцовый, сейчас мы 2,4 гигагерца попробуем. 2,4, сразу говорю, ниже среднего. Есть как есть, я должен вам это показать. 5 ГГц работает отлично, 2,4 что-то у нас тут, видите, он и на отдачу даже не вытягивает, там до 20. Поэтому, покупая такой планшет, нужно рассчитывать на то, что у вас будет 5 гигагерцовый роутер. Я не скажу, что сейчас даже устаревшие роутеры сейчас имеют 5 ГГц, поэтому расстраиваться по этому факту мы точно не будем. И получается, что у нас достаточно интересный планшет. Кроме того, что поиграть, мы можем посмотреть какие-то фильмы, можем посмотреть наш каналчик, можем посмотреть достаточно тяжелые какие-то ролики. Посмотрите на качество, да? Это у нас, чтобы вы понимали, у нас сейчас включено. Вот, 2К 60 FPS я включил. Отлично, звук классный. Вот звук просто топ. То есть мы получаем с вами планшет, на котором мы можем смотреть ютубчик, можем смотреть какое-то кино беспроблемно. Вот у меня телевидение онлайн, это HD каналы, Full HD. Так, я сделаю чуть тише, чтобы правообладатели не начинали зверствовать. Вот, пожалуйста, у меня идет канальчик сейчас, но там темная сцена. О, огонек горит. Красиво. И даже фильмы здесь можем включить, тоже будем смотреть. Давайте фильмы. Любой какой-нибудь фильм включаем. Та-дам! Все, фильм работает. Вот, пожалуйста, можно смотреть. Поэтому я думаю, что вот с мультимедиа, мы опять же скрываем мультимедиа, дабы не ругались правообладатели, с мультимедиа у нас тут все отлично. И вот он, Genshin Impact. Там. Играть можно. Играть можно, сейчас мы сделаем громче. Звучок вообще топ. Давайте уже там. Поплыли. Нормально? Нормально. Слушайте, ну экран прям топ. Вот прям топ, я вам серьезно говорю. Слушайте, ничего не тормозит. Понятное дело, что потом, когда мы поменяем график уже, да, когда пройдем основной вот этот вот стартовый сюжет, то требования будут повыше. Но все равно он будет с этим справляться. И сказать, что он не будет работать, я не скажу. Отлично он с этим справляется, можно спокойно... О, кто там? Там лисичка какая-то. Симпатичная игра, но долго мы на ней задерживаться не будем. Так, Brothers in Arms. Блин, надо тише делать. Звук классный, но дело в том, что очень даже мешает мне снимать обзор, сильно громкий. Слушайте, отлично игры работают, отлично. Вот серьезно вам говорю. Поехали. Супер, просто супер. Так, побежали дальше. Смотри, как классно. 1, 2. Давай. Отлично, побежали. Там танк едет. Пойду налево. Экран. Тут очень сильно тащит экран, конечно. Я вам серьезно говорю. Я как-то вообще не ожидал, что на планшете за такие деньги будет... Ой-ой-ой, куда я жахнул? Будет такой экран.
А для таких игр, как Hearthstone, вообще подходит идеально. Слушайте, я не знаю, кто не играл в Hearthstone, тот, наверное, не играл вообще в карточные игры. Одна из самых известных игр, которые есть на любой платформе, кстати. Кроме PlayStation 5. Очень жалею, что ее нет на плойке. Было бы вообще отлично. Ну, слушайте, отлично отрабатывает анимация. Можно посмотреть у нас на настроечке. Давайте поставим максимальную частоту смены кадров, чтобы было поплавнее. Карточные игры, в принципе, не требуют много ресурсов, хотя Hearthstone, честно говоря, очень даже неплохо прорисовано. Различные вот эти эффекты очень сильно мне нравятся. При том, что экран большой, видите, она сейчас не в мобильном режиме, а именно для большого экрана вот таким вот образом расположена в центре. Те, кто играет в Hearthstone, знают, что здесь карта располагается в мобильном режиме. Здесь она вот именно в полном режиме идет. Приятно. Так, ставим какую-то штучку, посмотрим, что получится. Ну все, в принципе, поиграли. Вот такое. Можно еще... О, боже мой. Существа становятся 5-5. Страшно так как. Тут, в принципе, можно еще долго и бесконечно играть. Но мы сдаемся и выходим. Посмотрим, что еще можем сделать. Так, приземляемся. PUBG Mobile. Конечно же, еще и PUBG Mobile мы должны с вами поиграть. Потому что очень и очень интересная игра. И очень много играют именно на планшетах в нее. И как раз планшет с таким экраном будет подходить для этого. Слушайте, здесь надо погромче сделать, чтобы звук слышать. Как раз подходит именно с таким экраном. И игрушечка очень даже ничего. Большой экран, приятно. Давайте берем, что мы взяли. Ничего интересного. Пошли еще сюда зайдем и будем побегаем, немножко постреляем. Так, берем каску. Кто там такой умный, а? Есть, одного приложили. Иди сюда. Куда ты бежишь? Смотрите, как прикольно работает, а? Слушайте, ну что я могу сказать? Вообще мне понравился планшет. Для игры, для каких-то браузинга, для работы, для чтения, для просмотра фильмов, для просмотра ютуба. С таким экраном очень даже подходит. Я готов пройти, прорезюмировать данный планшет. В качестве выводов скажу, что за эту цену это планшет с одним из самых ярких экранов, еще и на 90 Гц. Действительно удачное сочетание характеристик, хорошая сборка, знаете, не хрустящая, не скрипящая, при этом с нормальной производительностью. Да, это Android 14, да, допустим, прошивка выглядит просто пустой. Но это обыкновенный планшет за нормальные деньги, который еще и неплохо работает. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.